Я продолжу говорить о японской философии. Это шестая и последняя часть. После того, как черные корабли Мэтью Перри принудительно открыли Японию для международной свободной торговли, полная модернизация общества стала для Японии неизбежной необходимостью, чтобы избежать угрозы колонизации западными державами. Связанный с этим импорт западных изобретений, который значительно увеличился и охватил широкие слои населения, привел к тому, что японские мыслители впервые активно и непосредственно познакомились с западной философией в философском отношении. Впервые это произошло в созданных по западному образцу высших учебных заведениях, в которых преподавали иностранные ученые. В то время самые современные мыслители и философы западного, прежде всего англоязычного мира, были одновременно переведены и изучены на японском языке, в том числе, например, Джон Стюарт Миль, Джереми Бентам, Герберт Спенсер и Чарльз Дарвин. Французские философы были переведены на английский язык, такие как Жан-Жак Руссо, Монтескьё и не только. Восприятие западных духовных традиций имело место и в либерально настроенном интеллектуальном обществе Мэра Куша. Члены данного общества в основном имели начальное классическое образование и были знакомы с западными языками. Общество было чем-то вроде универсального центра по вопросам, касающимся западной культуры и модернизации. Однако с ужесточением законов о печати интеллектуальное влияние заметно стало ослабевать, однако члены Мэра Куша продолжали встречаться более или менее регулярно примерно до 1900 года. Выдающимися мыслителями периода Мэйдзи являются Фукудзава Юкичи и Ниши Амано. Фукудзава Юкичи, которого воспринимали прежде всего на политическом уровне, придерживался исторического прогрессивного мышления. Он поставил диагноз феодальной Японии того времени, такой, что стране нужно развиваться. Начиная с произведения «Поощрение обучения», он полностью раскрывал свою позицию, уже не просто знакомясь с западной культурой, а выступая с критикой феодальной идеологии и утверждая необходимость всеобщего образования. С позиции теории естественных прав человека и позитивизма Фукудзава Юкичи обращался к широкой читательской аудитории с призывом покончить со старым феодальным прошлым, отказаться от сословных предрассудков и старой конфуцианской науки, овладеть практически необходимыми знаниями. Он утверждал право каждого на свободу, равенство, независимость. Также Фукудзава Юкичи опубликовал одну из наиболее известных своих книг «Краткий очерк теории цивилизации». В этом произведении Фукудзава выступал как глубокий мыслитель. Он выдвигал необходимость крушения феодальной морали, как пережитка прошлого, впрочем, и не только. Что касаемо Ниши Аманы, о нем я уже говорила немного в пятой части. Он выступал против традиционного мышления, прежде всего неоконфуцианства, основанного на циклическом понимании времени, поскольку в нем не было терминов для прогрессивного мышления. Усилия Ниши были направлены на предоставление объективному знанию автономии. Он считал устаревшим сочетание этического и онтологического знания. Многие императорские университеты находились под сильным влиянием немецкой философии. В Токийском императорском университете немецкий философ Людвиг Буссе читал лекции по философии Иммануила Канта. Он популяризировал неокантианство и подчеркивал важность истории философии для изучения философии. Однако правительство Мэйдзи поощряло борьбу с немецким идеализмом, поскольку рассматривало его как противовес либеральному гражданскому чувству, пробужденному западными идеями. С окончанием периода Мэйдзи, период интенсивного усвоения западных духовных традиций, можно считать в значительной степени завершенным. И с этого момента стало возможным уже покритически смотреть на западную культуру. Киотская школа, близкая к философии существования, направление японской философии, основоположником которого является Нишида Китаро. Свое название школа получила от университета в Киото. Одной из центральных философских тем, рассматриваемых Киотской школой, является тема абсолютного «ничто, небытия». Ученик Китаро Нишитани Кейти углубил идеи небытия и самосоздания из него человека. В идее небытия соединяются ничто Хайдеггера и пустота буддизма. Человек в киотской школе понимается как социальный индивид, создающийся в процессе диалога с другим. Местом этого диалога является пространство басё. Таким образом, киотская школа была свободна от индивидуализма и субъективизма, утверждая первичность пространства и общества по отношению к индивидууму. Даже природно-социальные условия, климат влияют на формирование человека. При этом обусловленности внешними силами не наблюдается, так как большая роль
отводится спонтанности. Именно в процессе сложного взаимодействия наступает самопробуждение личности. Нишида Китаро обычно считается одним из самых важных японских философов современности. Нишида Китаро оказал значительное влияние на становление современной японской философии. Его попытка сочетания западной методики и терминологии с восточными идеями до сегодняшнего дня является актуальной. В западноевропейской философии на его мировоззрение повлияла немецкая классическая философия и феноменология Эдмунда Гуссерля. Из современных направлений его взгляды наиболее близки к философии существования. Нишида Китаро был убежден, что на пути к истине необходимо совместное рассмотрение вопросов философии и религии. В качестве примера указывал на индийскую и древнегреческую философии. Оригинальная философия Нишиды Китаро включает идеи как дзен-буддизма, так и западной мысли. Согласно его концепции логика Басё, противоположность объективного и субъективного преодолевается особым способом осознания себя, своеобразной борьбе противоположностей, которая определяет свойства субъекта к удержанию внутреннего конфликта, к охвату противоположных полюсов и перспектив. Также он доказывал отличие западной философии от восточной наличием последней идеи небытия, которую истолковывает с позиции дзен-буддизма как всеохватывающий универсум. Одним из ключевых понятий философии Нишиды Китаро является самопостижение. Оно достигается с помощью взаимодействия интуиции и рефлексии. После Второй мировой войны киотская школа подверглась усиленной критике. Послевоенный период в Японии продемонстрировал множество различных новых философских подходов, многие из которых еще слишком молоды, чтобы можно было адекватно и объективно оценить их актуальность для мировой истории и философии. После окончания Второй мировой войны в Японии занялись аналитической философией.